В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировались крупные, не похожие друг на друга регионы, которые ученые называют физико-географическими странами. В прошлом фильме мы рассказали о тех, что находятся на европейской части России. Сейчас мы отправимся за Урал. Как и тогда, наш путь будет лежать через заповедники, где мы сможем в полной мере увидеть природное своеобразие каждой из этих стран, в которые въездными визами служит только любознательность и желание путешествовать. Западно-Сибирская равнина расположена к востоку от Уральского хребта. Протяженность с севера на юг – 2500 километров, с запада на восток – до 2000 километров. Площадь около 3 миллионов квадратных километров. В основании равнины лежит молодая западно-сибирская платформа возрастом не более 550 миллионов лет. Западная Сибирь – это тысячи километров плоских, покрытых лесами земель, которые пересекают могучие реки с плавным течением. Сложенная осадочными палеозойскими породами, равнина является основным источником нефти и газа в России. Для разработки месторождений были освоены труднодоступные заболоченные районы севера. Но экономические успехи человека часто пагубно отражаются на дикой природе, и некоторые виды поставлены на грани исчезновения. Мы на одной из проток в низовье Хаби, недалеко от Кунаватского заказника. В конце лета группа орнитологов привезла сюда несколько больших красивых птиц. Это белый журавль, стерх. Сейчас во всей Западной Сибири в дикой природе осталось всего около 20 таких птиц. Ученые занимаются восстановлением этой популяции. Рыжеватый окрас говорит о том, что они еще птенцы. Им 3 месяца. Родились они далеко от этих мест, в питомнике Окского заповедника в Рязанской области. И с самого рождения были отобраны для участия в программе «Полет надежды». Едва стершата появились на свет, ученые забрали их от родителей. Их воспитателями стали сотрудники заповедника, одетые в белые халаты. Птенцов кормили с помощью муляжа клюва, выводили на прогулку, знакомили с окружающим миром. Но вскоре к этим ежедневным занятиям добавилось еще одно, весьма необычное. Стершат стали выгуливать рядом с работающим мотодельтапланом, чтобы они привыкали к шуму мотора. Когда птенцы подросли, их привезли сюда, в Западную Сибирь, в места гнездования диких стерхов. Основная идея проекта заключается в том, что человек на дельтаплане поведет стершат по маршруту миграции диких птиц. Ведь они, родившиеся в заповеднике, его, конечно, не знают. А после зимовки, по мысли ученых, подросшие птенцы должны вернуться сюда уже самостоятельно. Возобновились летные тренировки.
начавшиеся еще в Окском заповеднике. Стершат учат летать в стае и держаться за машиной. Тренировки проходят на восходе и закате не для эффектных съемок. В это время не так сильны восходящие потоки воздуха. Дельтаплан идет плавно и на более удобной для журавлей невысокой скорости. Наступает осень. В это время дикие птицы собираются на юг. Путь миграции у стерхов длинный. Они зимуют в Индии и Иране. Их маршрут лежит над такими странами, как Афганистан и Пакистан, где на них ведется охота. Поэтому ученые стремятся сократить миграционный путь своих стерхов и сделать его более безопасным. Но как это устроить? Многие виды птиц, гнездящихся на севере Западной Сибири, в перелетах делают остановку на юге Тюменской области в районе Армизонских озер. Здесь своеобразные ландшафты, невысокие увалы, поросшие березовыми колками. Это не те березы, которые, как сорный вид, вырастают на вырубках. Таким рощам тысячи лет. Понижения заняты солоноватыми озерами. Их около 300. Одно из крупнейших – озеро Белое. Посреди него есть остров, затерянный в зарослях тростника, где останавливаются большие стаи родственников стерхов – серых журавлей. Тут они набираются сил для перелета через пустынные области Средней Азии, для чего с утра до вечера проводят на фермерских полях. Миграционный путь серых журавлей короче, чем у стерхов. Они зимуют на юге Узбекистана, и ученые хотят присоединить своих птенцов к стае диких журавлей. Поэтому экспедиция прибыла сюда, в Белозерский заказник. Днем, когда серые журавли отправились кормиться на поля, стершата вслед за мотодельтапланом летят на их остров. Здесь люди уже скидывают маскировочные халаты и нарочно пугают своих питомцев. Так грубовато их отправляют в самостоятельную жизнь, где для них главным врагом становится человек. Этот проект идет уже много лет. Он очень сложен и дорогостоящ. А ведь речь идет о восстановлении всего одного вида. Сколько же нужно сил потратить на то, чтобы возместить весь ущерб, нанесенный человеком дикой природе? Ценность западносибирской равнины не только в газе, нефти и черноземах, то есть в том, от чего мы можем получить прямую выгоду. Равнина – огромный резервуар влаги, поверхностных и подземных вод. Помимо многочисленных рек и озер, большую ее часть занимают торфяные болота. Они являются естественными фильтрами атмосферной влаги, принимая на себя загрязнения всей Европы, которые переносятся сюда ветрами с Атлантики. Отсюда уже очищенная вода возвращается в мировой океан. Направляясь дальше к верховьям Оби, мы оказываемся в одном из самых красивых географических регионов России. Алтайско-Саянская страна. Занимает западную часть гор Южной Сибири. Протяженность с запада на восток – 1600 километров.
с севера на юг 1300 километров. Основное время формирования 400-500 миллионов лет назад является самым высоким поднятием среди горных стран Северной Азии. Горный пояс протянулся на несколько тысяч километров вдоль южных границ Сибири. Наиболее приподнята его западная часть – Алтай. А на Алтае самым высоким является Катунский хребет. На нем находится и высочайшая гора Сибири – Белуха, с двумя вершинами – 4506 и 4400 метров. Один из ледников Белухи дает начало главной реке региона – Катуни. Ее воды по цвету не кристально чистые, как принято говорить о горных реках, а мутновато-белые, порой с зеленоватым отливом, в зависимости от освещения. Причина тому кроется в самих ее истоках, в леднике Геблера. Не считая вертолета, добраться туда летом можно только на лошадях. Эти труднодоступные места возле границы с Казахстаном охраняются Катунским заповедником. Путь занимает не один день. Чем выше по реке, тем интенсивнее становится белый цвет воды. При том, что ручьи и речушки, впадающие в Катунь, звеняще прозрачные. За одним из поворотов показывается Белуха. Это ее южный склон. Здесь находится ледник Геблера. Уже из него Катунь вытекает мутной. Объясняется это тем, что в леднике скрываются колоссальные запасы белой глины, которая в период активного таяния поступает в реку. Как знать, не от белых ли вод Катуни пошла легенда староверов о благодатной земле Беловодье, где текут молочные реки, земля точится медом, а люди живут свободно. Последний день красы, братцы мои, я вижу тайгу, леса, отцою выски. За этой мечтой шли они на Алтай. Да и сейчас их потомки придерживаются веры и традиций отцов. Травою домеку растет, травою ты домы Русские пришли в эти края, а для других народов Алтай является родиной. Здесь зародился тюркский этнос, после разошедшийся по всему миру. Некоторые из тюркских племен остались жить тут. По имени одного из алтайских родов, Тюлёсы, названо крупнейшее озеро региона Телецкое. Озеро очень глубокое. Несмотря на относительно небольшие размеры поверхности, по запасам пресной воды оно в нашей стране третье. На северном берегу озера, в поселке Елю, находится центральная усадьба Алтайского заповедника. Еще в 30-е годы прошлого века один из его сотрудников посадил в поселке яблоневый сад. Странно видеть среди тайги фруктовые деревья.
Дело в том, что берега Телецкого озера – одно из самых теплых мест Сибири. Благодаря огромным массам воды и хребтам, укрывающим от ветров, здесь не бывает лютых зимних морозов. Поэтому тут и растут сочные яблоки самых разных сортов. А в заповеднике традиционным праздником стал яблочный спас. Стоит немного подняться от приветливых берегов Телецкого озера, как можно увязнуть в снегу. Территория Алтайского заповедника большая. От Телецкого озера она уходит по Чулышманскому Нагорью на юго-восток. Пейзажи меняются от густой тайги до пустынных каменистых склонов, где Нагорье километровым уступом обрывается в долину реки Чулышман. Одна из крайних восточных точек заповедника – озеро Джолукуль, лежащее на высоте более 2000 метров. Ландшафты здесь весьма необычны. Полутундра, полустепь. Такие формируются в эпохе оледенений на окраинах ледников. По таким бродили стада мамонтов. Сейчас эти реликтовые ландшафты остались только в нескольких укромных горных уголках. Какой-то нереальный и не слишком приветливый мир. Но именно так выглядела Центральная Европа 50 тысяч лет назад, когда туда пришли наши предки, кроманьонцы. К востоку от озера можно встретить юрты тувинских кочевников. Здесь занимаются разведением яков, животных высокогорий, словно мы оказались в Тибете. Впрочем, яки – не единственная связь с Тибетом. Многие тывинцы – буддисты, что совсем неудивительно в таких отрешенных местах. Тыва занимает южные склоны Саян, хребет Танну-Ола, Упсунурскую котловину. В честь этой котловины называется один из интереснейших заповедников России. На его территории представлены все виды природных зон Сибири, от арктических пустынь на вершинах гор до пустынь настоящих, песчаных, которые являются самыми северными в Евразии. Упсунурская котловина – тектоническая впадина. Раньше ее занимал водоем размером с Ладожское озеро. Он усох до озера Упсунур и ряда других озер поменьше. Все они соленые. У некоторых даже берега сложены из соли. А единственное пресное озеро котловины Торе-Холь находится на окраине пустыни. Но большую часть котловины, конечно, занимают степи. Их ровная поверхность вздыблена скалами-останцами самых причудливых форм. Земля эта богата историей. Множество кочевых народов проходили здесь, оставляя после себя курганы, петроглифы, камни с изображениями.
в Останцах находятся священные для тывинцев места. Как и их предки тысячи лет назад, немало тывинцев и сегодня занимаются кочевым скотоводством. Повсюду в степи можно встретить юрты кочевников. Круглое жилище чебана – целый мир. Вход находится с юга. Правая восточная часть юрты – женская. Туда мужчинам заходить нельзя. Мужчина и его гости располагаются слева или напротив входа. Посредине юрты расположен очаг. Гостей поят традиционным чаем с молоком. Хозяева неспешно рассказывают о своих делах и заботах. Сейчас, в середине осени, главное дело овцеводов – перекочевка на зимние пастбища, в горы, где можно укрыться от пронизывающих степных ветров. Всего несколько километров вверх, и пейзажи меняются. Мы оказываемся в лиственничной тайге. Здесь мы нагнали семью кочевников. Кто-то перевозит юрту и вещи на машинах, а они по старинке на лошадях. Кочевки обычно недолгие. Утром собрались, к вечеру пришли. Стоянки давно распределены между семьями, поэтому все возвращаются на знакомые места, где обычно проводят зиму. Пока одни занимаются ужином, а другие устанавливают юрту, глава рода готовится совершить ритуал. Нужно поприветствовать духов этого места. Он брызгает вокруг себя молоком. Белый цвет считается священным у тывинцев, поэтому и юрту покрывают белой тканью. Этот цвет говорит о том, что живут здесь добрые, мирные люди. Перекочевку совершили вовремя. На следующий день пошел снег. Через полгода чебаны вернутся обратно, в степи. И этот кругооборот будет повторяться, пока природа и человек существуют в единстве друг с другом. Мы желаем людям на этой красивой земле белой жизни. И отправимся из западного Саяна в восточный. Тут начинаются две реки, которые, сливаясь, образуют одну из величайших рек Сибири – Енисей. Это Малый и Большой Енисей. Мы поднимаемся вверх по Малому. Вопреки названию, он совсем не мал. Его длина более 500 километров. Поднимаясь по реке, мы уже не чаяли встретить никаких людских поселений. Как вдруг увидели этих прекрасных коней. Оказалось, староверы занимаются здесь коневодством. Недалеко от пастбища на берегу быстрой реки стояла заимка, где живут два брата со своими семьями. Их быт – удивительное сочетание старины и современности.
Электричество добывают с помощью солнечных батарей, а хлеб пекут в русской печи. Это тоже Тыва. Поднимаясь по Малому Енисею, мы практически достигли восточного края Алтайско-Саянской горной страны. Отсюда мы перенесемся дальше. Байкальская страна занимает восточную часть гор Южной Сибири. Возраст от 650 до 550 миллионов лет. Имеет средние высоты. Регион обладает высокой степенью сейсмичности. Забайкалье – часть Байкальской страны. Край невысоких гор, поросших тайгой, и степных межгорий. Это территория Алтайчейского заказника, подразделение Байкальского заповедника. Сейчас апрель. Главное событие в лесу в это время – ток глухарей. Петь самцы начинают затемно. Для выступления они выбирают поваленное дерево или небольшой пригорок. Выглядят они в период свадеб эффектно. В этих краях пересекаются ареалы обитания двух подвидов глухарей – обыкновенного, живущего в Европе и Западной Сибири, и каменного восточно-сибирского. Здесь они скрещиваются и образуют гибридное потомство. Если в пении самца нет скрежещущих звуков, а есть щелканье, похожее на звук кастаньет, то он ближе к каменному глухарю. Каждый самец стремится закрепить за собой участок, куда прилетят самки. Из-за территорий тут постоянные драки. Одновременно с глухарями, но не в лесу, а на открытых местах, атакуют их более мелкие родственники – тетерева. У них и участки меньше, поэтому столкновения соперников происходят чаще. Глухари поют подряд несколько часов и в конце заметно устают. Самки не прилетели, они появятся только на вторую или третью неделю тока. Днем глухарь будет отсыпаться и кормиться на лугах, чтобы на следующее утро вернуться на прежнее место. Весной погода капризная, в любой момент может пойти снег. Однако глухари все равно появляются на таковище. Концерт идет по расписанию. Чем ближе к Байкалу, тем выше становятся горы. Вдоль южного берега озера протянулся хребет Хамар-Дабан, где находится территория Байкальского заповедника. Южная его граница проходит по живописной реке Темник, текущей между хребтами Большой и Малый Хамар-Дабан. Осенью ученые проводят здесь учет благородных оленей, у которых сейчас пора гона. Звук трубы подражает реву самца. Для него это вызов на бой. Подманивают оленей не только люди, но и волки и тигры в уссурийской тайге. Поэтому олень в бой не бросается, и если не чует запах соперника, то быстро уходит.
Но ученым главное – увидеть и посчитать. К сожалению, они не могут полностью контролировать численность. На зиму олени уходят по другую сторону темника, где меньше снега, а там на них разрешена охота. Центром всей Байкальской физико-географической страны, конечно, является озеро Байкал. Со всех сторон оно окружено горами, да и само его появление связано с процессами горообразования. Воды озера заполняют гигантскую тектоническую впадину, размеры которой с каждым годом увеличиваются. Байкал растет. В народе его издавна называли морем. Байкал уникален по разнообразию живых организмов. Причем больше половины видов – эндемики Байкала. Наиболее распространенные представители подводной фауны – ракообразные. Их здесь более 300 видов. Среди них есть маленький, размером около миллиметра, рачок эпишура. Он занимает одно из самых важных мест в экосистеме Байкала. Его суммарная масса составляет до 90% всей биомассы озера. Питается эпишура мелкой органикой, и во многом благодаря ему озеро славится прозрачностью воды. Есть у Байкала и другие природные механизмы, спасающие его от загрязнения. Крупнейший приток озера, река Селенга, приносит воды столько же, сколько остальные притоки. На ее берегах стоят несколько крупных городов и комбинатов. Если бы Селенга единым руслом впадала в Байкал, озеро уже не было бы таким чистым. Но за несколько километров перед Байкалом река разбивается на множество проток и образует дельту. Течение замедляется, тяжелые частицы оседают на дно, вода процеживается через плотные заросли водных растений. Перед самым выходом в озеро есть еще один барьер – песчаные косы, опоясывающие всю дельту. Их хорошо видно на космических снимках. На косах почти нет растительности. Их поверхность напоминает пустыню. Но это настоящие фильтры, которые еще раз процеживают речную воду перед тем, как она попадает в озеро. Сама дельта, как важнейший транзитный порт, становится средоточием жизни. Не случайно часть ее территории взята под охрану кабанским заказником, который тоже находится под юрисдикцией Байкальского заповедника. Здесь обитает множество связанных с водой видов. Самец андатры пересекает протоку с пучком травы для своих детенышей. На немногочисленных высоких деревьях дельты поселились колонии цапель и бакланов. В середине лета их птенцы мало уступают в размерах взрослым птицам и постоянно требуют от родителей пищи. Бакланы кормят птенцов полупереваренной рыбой, которую отрыгивают в подклювные мешки. И птенцы проверяют, не осталось ли там пищи. Цаплям и бакланам за рыбой приходится летать на довольно большие расстояния. Другие птицы поселились прямо у воды на низких островках дельты. Это чигравы, вид, занесенный в Красную книгу России. Они кормят птенцов мелкой рыбешкой, которую вылавливают тут же, недалеко от гнезд.
Когда находишься на заповедных территориях, кажется, что природный мир Байкала незыблем, а его богатства неиссякаемы. Это совсем не так. Ни рачки и пешура, ни водоросли дельты не способны бесконечно спасать озеро. Проблема его загрязнения сейчас стоит очень остро. Канализационные воды без очистки текут в Байкал. Возникают все новые предприятия на его притоках. Берега замусориваются, загрязняется воздух. Это уже не просто проблема, которую надо решать. Это опасность, с которой надо бороться. Только бороться нужно с причинами, а не следствиями, как это часто бывает. Вот, например, повадился на мусорку в поселке Медведь. Пристрастившись к легкой добыче, он будет приходить сюда снова и снова. Этот зверь обречен, его убьют, потому что он представляет опасность для человека, а мусорка останется. Плакаты с просьбами не сорить на Байкале становятся криками о помощи. Борьба за чистоту Байкала вовсе не означает, что озеро нужно изолировать. Его рекреационные возможности велики, только нужно их использовать разумно. Чевыркуйский залив находится на территории заповедного Подлиморья в Забайкальском национальном парке. Залив мелководен, поэтому летом он хорошо прогревается, до плюс 24 градусов. Это самое теплое место на Байкале. Не случайно сюда приезжает множество туристов. Парк занимается организацией отдыха, расчетом рекреационной нагрузки. Славится Чевыркуйский залив количеством рыбы. Здесь оборудованы места для спортивной и любительской рыбалки. Работает в заливе и несколько рыболовецких артелей. Промышленный лов идет с помощью традиционного ставного невода, огромной сетчатой ловушки, которая устанавливается на весь рыболовный сезон и каждый день проверяется. Самая известная рыба Байкала – его эндемик – омуль. Когда в озере водилось множество осетров, омуль был обычной повседневной рыбой. Сейчас и он является деликатесом. Хотя и в наши дни уловы бывают большими. Есть в парке места, где сохраняется строгий заповедный режим. Ушканье острова. Здесь находится лежбище еще одного эндемика озера – Байкальской нерпы. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, как морской тюлень попал сюда за тысячи километров от ближайшего моря. Однако нерпа прекрасно себя здесь чувствует, дополняя цепь обитателей Байкала водным млекопитающим. Заповедное Подлиморье, помимо Забайкальского национального парка, включает в себя территорию Баргузинского заповедника, первого в России. Он был основан 100 лет назад, в 1917 году, для сохранения соболя. Сейчас, как и все заповедники, он решает комплексные задачи, а их для людей, спасающих природу Байкала, стоит множество. От охраны отдельных видов до сохранения всей экосистемы. Мы были на юго-восточном берегу озера. На противоположном находится еще один заповедник – Байкало-Ленский. Он охраняет сразу два уникальных объекта – часть побережья озера и верховья Лены. Исток одной из величайших рек в мире находится на Байкальском хребте всего в 7 километрах от озера. Если бы она, как многие другие реки, стекала со склонов, обращенных к Байкалу, путь ее был бы недолг.
Ее маршрут лежит в другую сторону, в Северный Ледовитый океан, и составляет 4300 километров. Верховье Лены – это горный край, поросший густой тайгой из лиственниц и кедров. Она здесь горная река со стремительным течением, порогами и перекатами. Впрочем, за счет многочисленных притоков Лена довольно быстро становится полноводной и образует обширную долину. Лена большую часть года скована льдом. Это самая южная часть ее течения, но и здесь климат суров. Теплый сезон краток, поэтому, не тратя времени, как только сходит снег, природа вспыхивает всеми красками. Леса окутывают розовые облака рододендрона даурского. На открытых местах появляются первоцветы. В долину реки полакомиться свежей пробивающейся травой приходят благородные олени. Появляются и животные, впадающие в спячку. Почему-то принято считать, что за зиму медведи теряют весь накопленный запас жира и выходят из берлог изможденными. Это не так. Только теперь он начнет активно худеть, потому что нет еще ни ягод, ни нерестящейся рыбы. Его рацион сейчас трава, личинки насекомых, да оставшиеся с зимы падаль. Только в своем верхнем течении Лена принадлежит Байкальской стране. Спускаясь с гор, она меняет направление с западного на северное и оказывается в другой физико-географической стране. Средняя Сибирь находится между долинами рек Енисей и Лена. Максимальная протяженность с севера на юг 2800 километров, с запада на восток 2500 километров. Площадь около 4 миллионов квадратных километров. Лежит на сибирской платформе возрастом более 2,5 миллиардов лет. На юго-востоке сибирской платформы находится Приленское плато. Здесь древние кимбрийские известняки, возраст которых 540 миллионов лет, составляют величественные постройки. Это Ленские столбы. Сами они образовались недавно по геологическим меркам. 400 тысяч лет назад плато под воздействием тектонических сил начало подниматься. Появились разломы, углубились речные долины. Высота столбов доходит до 220 метров. Эти гигантские, вырезанные водой, ветром и временем сооружения протянулись на многие километры вдоль Лены. Недалеко от Лены, на берегах ее притока, реки Синей, есть не менее впечатляющие Синские столбы. Они похожи на готические башни, только созданы они дикой природой. Недалеко от скал находится еще одно чудо северной природы. Древние пески, тукуланы, результат деятельности морей, озер, рек, существовавших в разные времена в этой части Средней Сибири. С тех пор, как климат стал суше, пески под воздействием ветров перемещаются между долинами Вилюя и Лены, образуя среди тайги пустынные ландшафты. На территории этих трех природных памятников создан национальный парк Ленские столбы. Летом сюда приезжает немало туристов.
Впрочем, большую часть года река непригодна для теплоходных прогулок. У Лены своеобразный ледовый режим. Она самая крупная река, которая на всем своем протяжении течет в условиях вечной мерзлоты. Весной часть подземных льдов оттаивает, пополняя реку вместе с поверхностными талыми водами. Эти массы воды при движении на север упираются в еще не успевшие растаять толщи льда и разливаются на огромные территории. В это время службы спасения несут неустанную вахту по эвакуации населения из затопленных поселков. Это среднее течение, район Якутска. В низовье реки вода придет еще только через 2 недели. По календарю уже начало июня, а снег по берегам сошел недавно. Здесь ранняя весна. Деревьев мало, мы в лесотундре. Даже первоцветы здесь какие-то другие, чем возле Байкала. Опушенные, нахохлившиеся. Они словно не до конца верят, что началась весна. Неудивительно, ведь ночью бывают сильные заморозки. А заяц уже поменял белую шерсть на серую, летнюю. На пригреве возле своих нор расположились сурки черношапочные, названные так по черному окрасу верхней части головы. Возле воды промышляет лемминг, мелкий грызун, являющийся объектом охоты всех хищников тундры. У одного из них, земняка или махноногого конюка, который раньше других птиц начинает заботу о потомстве, в гнезде уже кладка яиц. Гнездо пары конюков находится на скалах над рекой. Они раньше всех видят, когда приходит большая вода. Под ее напором лед трескается, и начинается ледоход. Словно работает перемалывающая машина. На речных поворотах конвейер дает сбой, и за считанные минуты вырастают горы колотого льда. Через несколько дней только они будут напоминать о прошедшем ледоходе. Это последнее место, где Лена течет единым руслом. Ниже она разбивается на протоки и образует вторую по величине после Миссисипи дельту в мире. Берега дельты сложены из песчаных наносов и многометровой толщи промерзшего торфа. Летом верхняя часть мерзлоты оттаивает, берега обваливаются, и каждый год протоки и острова меняют свои очертания. Вся дельта находится за полярным кругом, в зоне тундры. Безморозный период длится всего 40-50 дней в году. Тем не менее, множество видов стремится сюда, чтобы произвести и вырастить потомство. Песцы или полярные лисы – постоянные обитатели дельты. Большую часть года они кочуют по тундре в поисках корма, а весной возвращаются к своим норам, выкопанным еще их далекими предками. Песцы – самые плодовитые из семейства псовых. В помете может быть больше 20 щенков, но и выжить всем в условиях крайнего севера сложно.
то время как подрастающие песцы проводят большую часть времени возле норы за детскими забавами, их родители добывают пищу. Северный олень. Без этого животного невозможно представить дельту. Зиму олени проводят в лесу, а летом приходят в тундру. Здесь самки отеляются. Впрочем, некоторые олени и зиму проводят в дельте, особенно сейчас, в связи с потеплением климата. Белая сова – неперелетный вид. В холодное время совы лишь откочевывают чуть южней, в лесотундру. В дельте почти нет деревьев, и свои гнезда совы устраивают прямо на земле, на торфяных обрывах. По соседству расположились другие хищные птицы. Уже знакомый нам земняк. За отсутствием скал они тоже поселились на обрыве. Так как они откладывают яйца раньше других птиц, птенцы у них уже взрослые. Земняк – перелетная птица. Зимует он в степях и лесостепях, поэтому его птенцы уже начинают летать. Ну и, конечно, этот край населяют водоплавающие птицы. Разные виды чаек, лебеди, утки и множество других видов. Можно встретить здесь и чернозобую гагару, которая издает необычные звуки, похожие на плач или стоны. Ученые полагают, что гагары – один из самых древних видов птиц, которому уже более 20 миллионов лет. Особое чувство возникает здесь, на севере. Понимаешь уязвимость и беззащитность местных видов перед человеком. Спрятаться им тут некуда. К гнездам и норам легко можно подойти. В дельте уже более 30 лет существует Усть-Ленский заповедник. Но охранять такие большие территории сложно. Поэтому нам всем необходимо осознать эту хрупкость севера. Ему нечего противопоставить злой воле и потребительскому отношению, а восстанавливается северная природа очень медленно. На северо-западе Среднесибирского плоскогорья находится самая высокая его часть. Это плато Путарана. Пожалуй, нет в России земли более удивительной, чем это. Дикая и неприступная, даже в сравнении с другими отдаленными уголками Сибири. Изрезанные каньонами горы берегут покой местной природы. Это край многочисленных рек, озер, водопадов. По количеству водопадов на единицу площади плато занимает первое место в России. А если сложить запасы воды всех озер, они уступят только Байкалу. Плато расположено северней полярного круга, поэтому большую часть года вода находится в твердом состоянии. Холодом остановлены тонны воды. Арктическое царство. Люди в Путаранах постоянно не живут. Это край диких зверей. Можно оставить камеру рядом с приманкой и увидеть редкие виды. Например, белохвостого орлана. Волк хоть и не редкий, но очень скрытный зверь. В нем борются чувство голода и осторожность. Запах мяса влечет, но камера – незнакомый объект.
Нет, инстинкт самосохранения взял верх. А вот Росомаху не терзали сомнения. Весна на Путарана начинается с приходом этих животных. Дикие северные олени. Как и перелетные птицы, они тоже вестники весны. Олени зимуют южней плато, в Эвенкийской тайге, а на лето переходят на север, в тундру. Их многочисленные стада 2 раза в год пересекают Путарана. Самки дают приплод в тундре. Сейчас некоторые из них беременные. Это можно определить не только по брюху. Они не скинули рога. За стадами по пятам следуют волки. С появлением оленей природа начинает оживать. Вышел из берлоги медведь. Запели птицы. Ожили бесчисленные водопады. Словно по мановению палочки дирижера, все обрушилось, потекло, зашумело. Плато Путарана – траповые горы. Они состоят из магмы. Через расщелины в земной коре огромное ее количество вытекало и растекалось по поверхности. Одни слои остывали, на них натекали другие, поэтому эти плоские вершины и напоминают слоеный пирог, разрезанный на куски водными потоками. Траповая активность сопровождалась колоссальным выбросом ядовитых газов. Ученые полагают, что именно Путарана было центром того извержения, по вине которого произошла самая большая катастрофа в истории жизни на Земле – Великое вымирание в Пермском периоде 250 миллионов лет назад. Тогда исчезло 96% морских и 70% наземных видов. Сейчас на месте вулкана-убийцы существует этот нетронутый мир, взятый под охрану Путаранским заповедником. В Средней Сибири сразу 2 объекта находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО – плато Путарана и Ленские столбы, что само по себе говорит об уникальности этой физико-географической страны. Северо-восточная Сибирь. Площадь около 1,5 миллиона квадратных километров. Расположена на стыке 3 литосферных плит – Евразийской, Североамериканской и Тихоокеанской. Это определило сложный рельеф территории. На ее формирование оказывали влияние процессы разных геологических эпох. Это суровый горный край. Здесь находится Аймекон, полюс холода северного полушария. А на берегу Охотского моря другое, увы, печально известное место – Магадан. И хотя это слово напоминает о репрессиях и лагерях, сам этот край очень интересен с точки зрения природы, которая, конечно, не повинна в том, что творили здесь люди. Чтобы увидеть ее,
мы отправились в заповедник, который так и называется – Магаданский. У заповедника 4 участка. 2 находятся внутри материка, 2 выходят к Охотскому морю. На обрывистых берегах Ямского архипелага располагаются колонии разных видов птиц. Среди них необычными клювами и яркой окраской выделяются птицы семейства чистиковых, рода тупиков. Им бы жить в тропических лесах, но это птицы северные, даже зимой далеко на юг не улетают. Их тут 2 вида. Ипатка со словно наклеенными ресницами и топорок с 2 прядками перьев на голове, похожий на стареющего клоуна. Под скалами, перекрывая даже шум птиц, на каменистых пляжах располагаются сивучи. Самые крупные представители ушастых тюленей. Самцы могут достигать 3,5 метров в длину и весить под тонну. Сивучи живут только на севере Тихого океана, по берегам России и Северной Америки. Зимой сивучи ведут странствующий образ жизни, выбираясь на берег только для небольшого отдыха. В начале весны у них начинается лежбищный период. Это время размножения и выращивания потомства. Охотское море называют рыбной корзиной России. Главную ценность представляет рыба семейства лососевых – красная рыба. Мы отправляемся на другой участок заповедника – мыс Плоский, к устью небольшой реки. С июня и до октября разные виды лососей идут из моря в реки на нерест. Причем, очевидно, в ту же, где родились. Это еще требует исследований, но есть предположение, что, проплывая возле устья, они узнают свою реку по мельчайшим оттенкам вкуса. Заходя в устье, они какое-то время стоят в водах реки, опресняются. В этот период с телами самцов происходит трансформация. Они уплощаются, появляются горбы. Челюсти вытягиваются, искривляются, и на них вырастают устрашающие зубы. Это просто аксессуар для привлечения самок. Ни для чего другого зубы им не нужны. Есть они больше не будут. Весь путь против течения реки, по порогам и перекатам, они проделают на внутренних запасах организма. Появление лососей привлекает множество хищников. Движение рыбы во многом определяет их образ жизни. Один из крупнейших орлов, белоплечий орлан, обычно селится возле побережий. Но здесь гнезда орланов можно увидеть за десятки километров от моря среди тайги. Странно встретить среди леса и еще одного представителя морской фауны – тюленя ларгу. Быстрые реки – не их среда обитания, но во время нереста они поднимаются сюда и устраивают лежбище на речных отмелях. Северо-восток Сибири омывается 2 океанами – Северным Ледовитым и Тихим.
длинная береговая линия определяет разнообразие его природы и смягчает климат прибрежных территорий. Охотское море практически внутреннее, со всех сторон окружено материком. По нему мы отправимся на юг к другим физико-географическим странам. К востоку от нас лежит Корякско-Камчатско-Курильская страна. Она является частью Тихоокеанского огненного кольца, области активной вулканической деятельности. Вулканическое происхождение имеют и Курильские острова. Вырывающееся из-под земли тепло и холодные воды океана создают здесь удивительный по богатству и разнообразию живых организмов мир. Однако создается впечатление, словно находишься на огромном промышленном предприятии. Черные потоки лавы, пепел, дым из расщелин. Мир этот находится в стадии становления, поэтому тут так часто происходят катастрофы. Извержения, землетрясения, цунами. Амуро-Сахалинская страна. Находится на Дальнем Востоке. Рельеф преимущественно горный. Территория формировалась в два этапа – в мезозойскую и кайнозойскую эры – 200 и 500 миллионов лет назад. Самый большой залив российского берега Японского моря – залив Петра Великого. В нем находится немало островов. Есть даже целый архипелаг Римского Корсакова. Сейчас территория находится под охраной Дальневосточного морского заповедника. Созданный 40 лет назад, и по сей день он является единственным в России, чья территория занимает почти исключительно акваторию моря без материковой части. Самый крупный остров архипелага – Большой Пелес. Название ему дали французские мореплаватели. Пели по-французски «голый». На острове действительно почти нет деревьев, однако его каменистые берега стали приютом для пятнистого тюленя ларги. Обычно тюлени рожают детенышей на плавающих льдах из соображений безопасности. Но на заповедных островах их никто не тревожит, и они приносят приплод на берегу. В конце марта снег еще не совсем стаял. Еще недавно он был укрытием для новорожденных бельков. Да и сейчас они еще пытаются прятаться в ледяных пещерах. Но на камнях старая расцветка делает их заметными. Скоро им придется сменить белую шубку на пятнистую, как у взрослых. Скорость его передвижения по суше, мягко говоря, невелика. Зато в воде уже и сейчас бельки чувствуют себя уверенно и пытаются не отставать от матери. Весна наступает быстро. Мы на самом южном острове заповедника Фуругельме. Он же является самым южным островом России. Его еще называют последним русским островом. Отсюда рукой подать до Северной Кореи. Наступает пора летнего муссона. Остров часто окутан туманами.
Амуро-Сахалинская страна единственная в России с муссонным типом климата – сухой зимой и влажным летом. Сейчас пора цветения сакуры. Все же мы на берегах Японского моря. Фуругельма – птичий остров. Какие-то виды здесь гнездятся, какие-то отдыхают во время перелетов. Всего на этом небольшом островке замечено более 300 видов птиц. Это больше, чем в дельте Волги. 80 из них здесь гнездятся. Здесь находится самая крупная в мире колония чернохвостых чаек. Около 50 тысяч птиц. Они не только хозяева острова, но и главные хищники. По соседству с ними расположилась колония уссурийского или японского баклана. Чайки постоянно контролируют их территорию. Стоит обоим родителям покинуть гнездо, чайки не упустят случая унести птенца. На утесах среди расщелин живет еще один вид баклана – берингов. Даже из названия видно, что вид этот северный. Здесь самая южная граница его обитания. Японское море отличается от многих других большой разницей температур между южной и северной частью. Возле Сахалина оно зимой замерзает, а на юге даже зимой температура поверхностных вод плюс 15 градусов. Залив Петра Великого находится примерно в центральной его части. В его глубинах можно встретить одновременно холодноводные и тепловодные виды. На песчаном дне поселились мидии Грея, обитательница северных вод. И рядом трепанг или морской огурец, вид, распространенный в Юго-Восточной Азии. Живущие в основном в северных водах Тихого океана морские окуни охотятся возле морских коньков, представителей тропических морей. Здесь множество разнообразных морских звезд. Самая крупная из них – дисталастерия колкая с размахом лучей до полуметра. В водах Приморья обитает и самый большой осьминог в мире – осьминог Дафлейна. Размах его щупалец может достигать 3 метров. К концу лета сезон дождей проходит, и в Приморье наступает чудесная пора. Места эти словно созданы для созерцания. Здесь понимаешь, что пейзажи с японских гравюр не выдуманы художником, а действительно существуют. Возможно, это не только самый далекий, но и самый красивый регион России. Последняя физико-географическая страна в нашем фильме. Мы совершили путешествие от Баренцева моря до Японского, через всю Россию. Мы увидели, что разнообразие ее природы определяется не только климатическими поясами,
но и крупными формами рельефа. Физико-географические страны, соединяясь вместе, как на огромной мозаике, создают своеобразный облик природы России. А существующие в них заповедники – ее эталонные участки. Они как здоровые клетки, от которых зависит жизнь всего организма.